Так, всем привет! Потихонечку начинаем с вами собираться. Через 5 минут у нас уже начнется прямой эфир. Вот, сегодня я уже, если честно, даже не помню, какой у нас по счету идет прямой эфир. Вот, у Софи все хорошо, очень счастлива. Кто это, у кого хорошо, но самое главное, что хорошо. В общем, я уже сбилась со счета, какой сегодня эфир. Боже, то ли 7-й, то ли 8-й. 7-й, мне кажется, все-таки. Нет, 8-й. 8-й эфир сегодня у нас прямой. Значит, гостем сегодняшнего эфира у нас впервые становится заводчик из Америки. Ее зовут Goodin, питомник The Little. Вот, а меня зовут Хамидова Зарина. Я администратор группы на Фейсбуке Шпиц Today. Вот, провожу для вас такие совместные прямые эфиры с заводчиками, и с российскими, и с иностранными. Общаемся с ними на темы, которые посвящены нашей прекрасной породе шпиц. В большей степени, конечно, померанский шпиц. Пока у меня еще не было гостей из породы малый шпиц. Я не знаю, будут ли они вообще, потому что, в принципе, я не вижу какую-то особую активность от заводчиков малых шпицов, да, и на самом деле никаких просьб от них пока не было, чтобы провести эфир с кем-то из заводчиков, именно малых шпицов. Вот, и из какого я города? Я из России, из города Тольятти. Это небольшой город, родина вазовских машин. Вот, АвтоВАЗ где находится. Может быть, кому-то что-то это скажет, потому что я вижу, что спрашивают иностранцы. Может быть, эта информация вам как-то поможет и будет интересно. Вот. Что хотела сказать. Созрел проект такой в голове. Значит, посмотрела вчера конкурс Артера онлайн-груминга. Очень сильно зацепил, очень сильно понравился. Вот подумаю, почему бы нам не сделать что-то наподобие. Вот объясню, почему вообще касательно груминга, да, потому что, во-первых, я считаю, что у нас достаточное количество и заводчиков, кто хорошо стрижет, и грумеров, да, и породников, поэтому почему бы и нет. В принципе, формат конкурса я уже продумала, с экспертами практически определилась, то есть у нас, получается, очень многие эксперты уже дали согласие. Кто будет экспертами? Экспертами в первую очередь будут породники, вот, то есть это не будут у нас, получается, просто грумеры, да, которые стригут, допустим, все подряд породы, да, будем так говорить. Вот, почему? Потому что я считаю, что порода у нас очень специфичная, требует особого внимания и понимания, да, и лучше, чем породники, а тем более породники, которые хорошо стригут, да, которые проводят сами семинары, вот, навряд ли кто-то может оценить. Вот, груминг шпица. Вот, поэтому еще раз всем привет. У нас осталось 2 минуты. Сейчас мы набираем Светлану. Очень надеюсь, что у нас все хорошо будет со связью. По крайней мере, когда я разговаривала с Светланой предварительно и с Кристин, все было хорошо. Мы друг друга слышали. Вот, будем надеяться, помех у нас не возникнет. Гость эфира очень интересная девушка. Вот, она девушка, да, она у нас, можно так сказать, моложе всех остальных предыдущих ораторов. Вот, мне очень импонирует ее позиция, потому что я немножечко с ней переписывалась в личных сообщениях. Она, может быть, где-то немножечко жестковата, но в целом очень интересная и однозначно требующая уважения. Видно, что она болеет и переживает за нашу любимую породу. А мне кажется, это сейчас очень ценно, да, вот в тот период, когда очень многие рассматривают только коммерческую составляющую нашей породы, да. Особенно цены и на вес золота те заводчики, которые думают вообще о прогрессе, да, породы, о сохранении породы, вот, и, как говорится, о здоровье и благополучии. Так, значит, подключаем Светлану и подключаем Кристин. Я уже вас всех заболтала. Алло. Ага, так, тороплюсь. Алло, да, Светлана, как вы с нами на связи? Так, извиняюсь. Так, подожди, я сейчас все выключу лишнее. Угу. Так, это ты мне звонишь.
Так, пока мы не начали говорить, смотри, я сейчас прочитала, что она прислала, и получается... Я уже в прямом эфире. Ага. Я уже в Да, прямом я эфире. поняла, Да, я смотрю. тоже прочитала. Светлана, не переживайте, мы будем идти не касаемо вот этого всего, да. Просто в процессе это будет все у нас распределяться, потому что она не задала строгую у нас последовательность какую-то, да, интервью, как предыдущий наш гость. Поэтому ничего страшного, мы можем отклоняться, да. Самое главное, вы просто слушайте, в какое русло иду я, и уже, как говорится, вот это все направляем. Так что не переживаем. Хорошо, ну что, попробуем. Да, все, я уже увидела, что Кристина у нас здесь, подключаем ее. Сейчас, минуточку. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо у нас со связью. Подключение у нас идет. Так, что-то появилось. Ага. Вот она, да. Светлана, вы нас видите? Я вас вижу над отставанием в 2 секунды как минимум. Поэтому я вас отключила звук, я просто буду подглядывать, но буду в основном стараться слушать. Хорошо. Okay, Christine, how you hear me? Yes, I can hear you great. Can you hear me? Yes, very nice. Just now we need to check how hear you and me, our translator. Okay, I'll do my best. I'll listen. And I won't speak onto the screen because it takes the attention off. All right, we've got our tea, so we can get started. Зариночка. Так, ну она самое главное тебя услышала, потому что у меня создалось впечатление, что она тебя не услышала. Я извиняюсь. Нет? Ага. Ну, так что делаем? Christine, you was here, Svetlana? Can you hear me? Yes. Okay. You hear Svetlana well? Yes, I can hear her very well. Okay, great. Okay. Так, Светлана, если вот возможно, Кристина объяснить, да, то, что, значит, ну, как у нас это будет проходить, вот, чтобы она понимала, почему мы периодически выпадаем и с вами что-то обсуждаем. О, да. All right, we'll fill you on the details. First of all, Instagram only allows for an hour of a live feed. So every hour, if we last that long, we will try to reconnect to you. Okay? Okay, sounds good. Светлана, как вы слышите? Хорошо, Кристина? Я пока не комментирую. Почему? Сейчас попробуем, но пока мне булькает слегка. Вот, но будем пробовать, потому что, ну, я говорю, если будем придерживаться темы. All right, next thing, sometimes we will get off, not off the track with Zarina, but I will translate, then she will maybe add some of her thoughts to what you said, and then she'll ask another question, which I will translate to you. So we will try to not to speak all together at the same time because we're not going to be able to hear each other. So we try to take turns, and you can just tell me when you're done speaking, or if you can make a pause for me to pick up the translation, it'll be great. Okay, and if I talk too long before and you need to translate, you tell me. All right. If you need to break it up. Another question. I'm sorry. Do you have a mic or earphones? What are you speaking into? Do you have anything that catches your voice? Because it's all over the place. Oh, is it? A little bit. I can hold it closer. Does this help? Okay. All right. We'll try to do our best then. Я просто спросила, если может быть микрофон, да, вот, потому что, ну, опять просто голос, он рассеивается достаточно сильно, и получается опять примерно то же самое. Но попробуем, как оно и будет. Хорошо, значит, ну, приветствуем Кристин, да, я еще раз хочу напомнить, что гостем сегодняшнего прямого эфира является у нас заводчик из Америки, Кристин Goodin, питомник The Little. Вот, значит, Светлана, ну, от лица всех российских заводчиков, кто сегодня вот с нами вместе на прямом эфире, мы ее приветствуем и благодарим за то, что она согласилась сегодня уделить нам время и побеседовать с нами вот в таком вот режиме. All right. Так, Светлана, сейчас, секундочку, она что-то тут настраивает, сейчас она настроит. Окей.
Так, да, все, Светлана, ага. Okay, you're with us? Okay. Yes, We I was have trying to take the nice ceiling. I was going to take the cover off my phone to see if you could hear me better if I took the cover off my phone. So, О, мамочки. All right, no can you hear problem. me? So yeah, so Zarina just made a very short introduction of you to our listeners today and viewers today. And we would like to say thank you from all of our Russian-speaking listeners from all over the world for you agreeing to spend some time with us and share your experience in breeding Pomeranians. You're welcome. Хорошо. Да. Ну что, начнем тогда. Просьба, как всегда, стандартная. Немножечко рассказать, Кристин, о себе. Может быть, она может рассказать о том, когда в ее доме появилась первая собака, что это была за порода, ну и когда, собственно, у нее появился первый померанец. So if you can just tell us a little bit about yourself and how you came into the dog world, who was your first dog, and what other breeds did you have before Pomeranians? I didn't show any dogs before Pomeranians. I grew up on a farm, though. We had chickens and dogs, and we had Airedale Terriers, Labradors, Hound Dogs, Beagles, Blue Tick Hounds, all kinds of dogs. So it was natural for me to want a dog. And when I was in my 20s, after college, I basically was able to buy my own home once I got got a good job. And at that point, I decided it was time for me to have a dog. And well, my ex-boyfriend at the time and I were in a store, and this little lady was holding a little red palm in her arm, and I asked what it was, and it just captivated me right from the get-go, and I decided I wanted a Pomeranian. So my ex-boyfriend, he decided to buy me a Pomeranian from a pet store. So his name was Sunny. And Sonny was everything to me, and I would brush my teeth while holding him in my arms, and he passed away last year, and it's been pretty sad since. Так, Светлана? Зариночка, одну просьбу. Попробуй, когда она будет говорить, подвинуть телефон чуть-чуть от динамика, потому что я сейчас на спикере, и идет помеха какая-то местная. Все, я больше не буду крякать, я тебе что-нибудь там черкну в Facebook, если будет так лучше, хорошо? Ну хорошо, да? Ага, все. Светлана, смотрите, давайте на будущее только попросим ее, чтобы она поменьше говорила тексты, да, Кристина, чтобы мы могли более точно, успевать за ней делать перевод, потому что, чтобы у нас не накапливалось много текста, чтобы быть более точными. Вот. Хорошо, я пока переведу. Да. Потому что это все более-менее к тексту имеет отношение. Да. Покороче. Ну вот, значит, наши гости, наш рассказчик сегодня выросла на ферме, поэтому в доме всегда были собаки. Но, тем не менее, когда она закончила колледж и нашла, собственно, жилье, пришло время, свою собаку завести. И один раз были они в магазине с бывшим другом, и увидела она на руках у женщины померанца. И решила, что вот именно вот это ей и нужно. И друг ей подарил померанца, купил эту собаку в зоомагазине. Вот, собака прожила, я так понимаю, достаточно долгую жизнь и умерла только в прошлом году. Да. И да, собака была просто, вот этот Санни был просто ее младенчиком, она даже чистила зубы, держа его на руках. Ну, в общем, была любовь вот такая вот с первого взгляда. Так, когда, впервые она задумалась о том, что ей недостаточно просто иметь хорошую вот собачку, вот как вот младенца, да, то есть рядом с собой просто как пэт-любимца, а когда именно она заинтересовалась породой всерьез, то есть поняла, что да, я вот хочу попробовать повыставлять еще собаку. So when was it that you decided that you need a show dog besides just the pet that was your Sunny? Well, I ended up wanting to know more about Pomeranians, and I saw during my research online that there was a local Pomeranian club,
So, you all probably are familiar with our national club, the American Pomeranian Club. Well, there's also regional clubs throughout the United States, and there happened to be one near me. And they have monthly meetings, and they talk about the Pomeranians, try to hold specialties, and promote the breed. And so it helps create an environment for people to come together with a common hobby, which is Pomeranians. So I went to the meetings, and a lot of the members of the club showed, and so that developed my interest. And I developed a good friendship with Elizabeth Heckert at that club, and so that kind of started my desire to show, where I got my first. I ended up getting a lot of several bitches when I started, and but I would say, I always like to say, I kissed a lot of toads before I found my princess, and my princess was from Crescendo Pomeranians, and that is Crescendo Come Closer. I in I purchased her, and I purchased her as a brood bitch, but I chose to show her, and she became a champion for me. And she is the foundation behind everything that I have today. So I'm very appreciative to Chris and John Hartz for her, and to Talia herself for what the family that she's given me. And even when I started showing with my original girls, I lost for 9 months straight. I was not very good at it, and so every show that I went to, I took it as a learning opportunity, and every show I lost, I decided I would take it on as something that I would learn from that show to better myself for the next show. Okay. And then finally, Sorry. All right. I'm sorry for interrupting, but we need to set a little bit of a shorter. Okay, you need a break. For what you're saying. Yeah. Because everything is very straightforward and clear, but I'm afraid that you'll fall asleep while I will be speaking and translating. Okay. Okay, that's fine. So, next time, give me a third of what you said, and I think it's Okay. going to go much more dynamic. Okay. Yes. Значит, хорошо, я попросила, во-первых, давать мне как минимум треть того, что она сказала, а потом давать мне возможность перевести. Да, да. Потому что, несмотря, на то, что я все слышу и все понимаю, и все понятно, но я боюсь просто упустить какие-то детали. Вот, значит, началось все с того, что рядом с там, где она живет, то есть было отделение клуба померанцев. То есть понятно, да, что у нас в Америке есть национальный клуб, но также есть много региональных клубов породы. И вот в этом клубе ежемесячно проходили встречи для любителей померанцев, причем это были люди абсолютно разного уровня. Вот, эти встречи были, собственно, ориентированы на то, чтобы привлечь как можно большее количество людей в породу и в хобби. И многие, на самом деле, участники вот этих встреч, они занимались выставками. Ну и, собственно, на такой вот одной встрече, я так поняла, с кем она познакомилась? Элизабет Херкет — это питомник «Силуэт». Вот, значит, и с ее поддержкой, значит, я так поняла, было приобретено или взято в аренду несколько сук, которые недостаточно были хорошие, то есть пришлось ей поцеловать много лягушек, прежде чем найти свою принцессу, но, тем не менее, этой принцессой стала собака по имени Crescendo Come Closer, которая была приобретена у Крис Харт, нашего первого лектора. И, тем не менее, первые 9 месяцев показы этой собаки они не выигрывали, но, тем не менее, к каждой выставке она относилась как к возможности чему-то научиться. Ну как, я, кажется, все поймала? Да, мне кажется, да. Ага. Светлана, а можно у нее уточнить? Вот
она не выигрывала первые 9 месяцев по какой причине? Потому что ей не хватало опыта, и за счет этого она не могла конкурировать на том же уровне, что и другие участники. Или, может быть, эта собачка немножечко была другого развития. Она же еще не дошла пока до момента, когда она выиграла с этой собакой, я так понимаю, пока да? нет, пока нет. Все, да. Тогда вот, пожалуйста, уточните вот это, да. Да. You mentioned that first 9 months you were losing. Was the reason behind it is that you weren't as experienced as other exhibitors, or your dog just wasn't ready for wins? I think it was probably a combination of both. It was my lack of experience in learning how to groom, how to condition a dog. I did not understand being out of coat, and just I learned all I could by the books, but when you put it into hands-on and into the ring, it's totally different than everything I had read. And then it takes time to talk to fellow breeders and get advice. People in your immediate area don't necessarily want to give you advice, so I had to develop friendships outside of my area with other breeders to give me advice and help me learn more, and that helped my learning curve go a little bit better after I did that. And but once I did my first win, it's a day I'll never forget, and that was with Talia, Crescendo Come Closer, and after that, it just kind of went unstoppable. And 15 years later, and I've got over 60 champions. Most all of them resulted from Talia as a foundation, and I only have a kennel between 10 and 12 palms. So once you're hooked, you're hooked. Yeah. Sorry. Go on. I just said once you're hooked, you're hooked. Yeah. So. Так, Светлана. Пытаемся? Хорошо. Да. Так, значит, естественно, конечно, и недостаток опыта сказался на том, что побед больших в первые 10 месяцев не было, вернее, их не было вообще. Вот, потому что все, что Кристин умела на тот момент, она вычитала в книжках, а когда, собственно, начинаешь делать уже независимо от книжек, все в реале, то получается, что все совсем не соответствует тому, что в книгах было написано. То есть нужно было научиться и грумингу, и поддержанию формы у собак, и, собственно, самому показу. И, к сожалению, пришлось также расширить границы общения с заводчиками померанцев, потому что заводчики померанцев по ее соседству не особо охотно давали советы по развитию. Поэтому пришлось, познакомиться с людьми, которые не жили, собственно, в ее в штате или, видимо, жили достаточно дальше, чем ее, собственно, соседи. И вот уже от этих людей она начала учиться. И сейчас, 15 лет спустя, уже у нее более 60 чемпионов, причем нужно иметь в виду, что большинство, вернее, почти все из них корнями происходят от вот этой первой своей ее собаки, из питомника Крещендо. И она поддерживает маленький питомник, то есть у нее в доме все это время находится от 10 до 12 собак. Так, отлично. Пока все по плану, пока все хорошо. Я еще слежу за тем, что она говорит, за тем, что вы говорите, Светлана. Я вообще молчу. Так, значит, здесь мы рассказали по этому поводу. Дальше она немножечко отодвигается от моего плана, да, и, значит, я так понимаю, где она начинает рассказывать про 3 сук, да, про талию и про то, как она получила у нас босса, да? Вот, нет, это ты проскочила. Да? Я все еще на просьбе рассказать о питомнике и почему вы решили разводить именно эту породу. А потом название, философия и все остальное. Я думаю, что почему она решила, потому что, собственно говоря, ей понравилось, она объяснила, да? Можно немножко поговорить действительно про философию ее питомника, да, и про название. То есть почему пришло название вот такое питомника The Little? So can you tell us a little bit how you came up with the kennel name?
Well, I grew up on a farm and it was D Little Game Farm, so I just took the D Little part and made it D Little Palms. So it's just a part of my childhood. Светлана? Так, вот это я даже это не расслышала. Если честно, ты услышала что-нибудь? Нет, но можно Потому что я попросить поняла, ее что еще это... раз, я думаю, да, повторить ее. I'm sorry, can you repeat that? Because all I had was a white noise. I'm sorry. Oh, did you? Oh, I'm sorry. D Little Palms, it came from, can you hear me now? Uh-huh. Okay. So D-Little was the name of the farm, right? Correct. It was a farm I grew up on, and so I just turned it into my kennel name for today. Okay, I heard that. Значит, D-Little это было название фермы. Я понимаю, что и добавив Помс, появилось название То есть той фермы, точнее раньше, на котором она выросла, правильно, насколько я поняла? Ну, вот эту часть у меня было бульканье, а последняя часть у меня слышалась очень хорошо. Вот как-то так надо... Ну ничего, мы сейчас в ритм впрыгнем, я надеюсь. Да, но это название связано с ее детством, да. Так, и по поводу философии питомника, может ли она что-то про это нам рассказать? And now, can you tell us about the philosophy and basic principles of your breeding? When I started out, I read a lot of the books on how to breed your show dog, different various techniques and strategies to get whatever you want to achieve, whether it's a producer, a show dog. And when I acquired Crescendo Come Closer, I decided to breed her back to her grandfather, Crescendo Call to Arms, which would be a grandfather to granddaughter breeding. In my research, that entailed hopefully resulting in a good producer. Since Colt was a good producer, hopefully this type of breeding would give me the offspring to also have a good producer. And that did hold true. He produced differently than Colt, but he still was a great producer in the traits that he carried. And he also was a great show dog as well. So it was definitely a win-win on both sides for that. So he was my very first breeding, and ended up, that dog was D Little, Who's the Boss. And he was the best in show winner with me showing him. And he ended up creating lots of champions for me and others. So that's kind of been the basis of how I started out in my breeding program and chose to start out. And then, some of the other girls that I purchased, they just didn't thrive in the ways that I needed to give me as good of a foundation as Talia from Crescendo Palms gave me. And then even today, I've taken Boss's daughters, his granddaughters, and line bred back to Boss even for further continuing the grandfather, the granddaughter breeding generations down the road, in order to lock in those genetic traits, to be able to outcross when I find something worthy of outcrossing to bring back in to complement what I have now. So basically what I can understand, you hit the jackpot immediately from the first breeding. You got the boss. Yes. All right, then I'll translate everything you said and we'll just continue, okay? Значит, получается, что значит, первая у нас была вот эта чемпионка Crescendo Come Closer. Закрыли, на ней титул чемпиона, и Кристин приняла решение, что ее нужно повязать с ее дедом Кольтом. Да, Crescendo Call to Arms, да. Это очень известный производитель, очень известная собака. Да, то есть это опять же, да, то, что вот она из теории вынесла, что, значит, связка внучка с дедом может дать достаточно интересные результаты.
Вот. Но мало того, что вот такой инбридинг нужно делать еще и на хорошего производителя. И прям вот с первой же вот этой вот вязки, да, у нее выстрелил питомник, она получила свою первую, вы видели Best in Show, The Little Who is the Boss, который был не совсем не такой, возможно, не совсем такого качества, как Кольт, но был, тем не менее, хорошим производителем и прекрасно выставочной собакой. И в дальнейшем до сих пор она старается делать вот и такие вот достаточно близкие инбридинги, дочки с сыном или же внучки с дедом, все время возвращаясь к линиям вот этих вот оригинальных первых ее собак. И, собственно, инбридируя и делая инбридинг на Кольта, насколько я понимаю. Так, ну вообще, что реально дочки с сыновьями, это настолько близкий инбридинг, она не боится вообще вот это использовать? You're not worried that such a degree of line breeding and inbreeding can affect the health of the dogs? No, what I've found is that doing this type of breeding with various dogs of mine, that I've actually, because I started out with a good, healthy stock, and bought from a breeder who knows their own line, that I can refer back to and have that friendship and mentorship, I'm able to have more confidence in what I see in the offspring. I maintain relationships with my pet owners and show dog owners, to where I know what's going on and they talk to me. So I'm able to have that confidence in what I'm producing because of those relationships that I've established, and being able to grow with, the Pomeranians, even if they're not in front of my face. I'm still able to know what's going on with them. I don't necessarily recommend it if you don't have that ability to know what you're producing in the long run, but since I'm able to, it has helped me have more confidence in what I produce from that aspect. Hold on. I'll jump in, and then we'll go back, okay? Okay. Значит, да, в общем, я тут влезла, потому что надо как-то вот, потому что вот тут вот, мне кажется, хорошая мысль была сделана, так нужно, пока я ее из головы не потеряла, вот, я переведу. Значит, но она на вопрос мой, не боится ли она какого-то влияния вот таких тесных инбридингов и лайнбридингов на дальнейшее поколение, то есть на дальнейшее поколение, говорит, что нет. Почему нет? Во-первых, начала разведение она со здоровых собак. Плюс ей также повезло, что работала она в тот момент, да, я понимаю, что с Крис-заводчиком, которая очень хорошо знала и понимала свои линии, и могли они на пару вдвоем предсказать, что данные комбинации могут дать. То есть вот это вот менторство очень сильно патронаж, дало, да, хорошего заводчика, грамотного, да. И уверенности в себе в дальнейших вязках. Плюс значит, она поддерживает очень тесные взаимоотношения с владельцами как простых домашних питомцев, которые родились у нее в питомнике, так и с владельцами ее выставочных собак. То есть она абсолютно четко отслеживает, что происходит с ее собаками, и может сказать, что все с ними хорошо. Да, просто, может быть, Светлана, небольшое ее уточнение сделать, да, почему я так вот, ну, как бы интересуюсь, да, просто объяснить, что вот у нас в России, согласно новому, да, племенному положению, мы, к сожалению, уже не можем вот такие ставить эксперименты без предварительного согласия нашей головной организации, да, то есть, собственно... То есть даже внучка с дедом уже вязать нельзя, да? Ну, уже все, 2-2, 2-3, это уже все нужно, естественно, уже все нужно спрашивать в письменном виде, предварительно получив разрешение. The reason why Zarina double-checked about the line breeding and close line breeding is that the Russian National Pomeranian Club is dictating... Нет, не только померанцы, вообще. РКФ, да. Russian Kennel Club. Внучку с дедом можно, пишут. Я прям немножечко... можно. Ну, только вы меня не путайте. Значит, кого не можно? 2-2, да, делать?
So the close line breedings are not allowed. Granddaughter with grandfather is still possible, but closer line inbreedings are forbidden. So we're just checking to see if you had any experience getting bad results from the breedings. Oh, okay. You know, in my experience, it hasn't been a negative thing, but I think it depends on your foundation and what you're basing that line breeding on, and your confidence in what you've experienced, and knowing what came before that dog of the foundation. And I've had that opportunity in friendship to be able to have a better understanding of that, and maybe that's not the case in Russia. I don't know what the reasonings behind that are, so I can't say whether it's for everyone, but it seems to work for me. So, and it's old philosophies. It's nothing new. I read it in my books, and that's how I even came up with it. So. Окей. Ну, говорит, что, значит, так, поскольку туда мы уточнили, кого с кем можно, кого нельзя, говорит, в любом случае, возможно, да, такая степень лайтбридинга, возможно, это не для каждого. То, что вот уже на предыдущей даже части сказала, что если вы не уверены в том, что вы получите в дальносрочной перспективе, то, возможно, да, такие вот вязки не для всех. Она не очень понимает, какие причины у РКФ, да, на ограничение подобной вязки, но у нее проблем, как она уже сказала, не было, потому что прочные взаимоотношения с заводчиками ее базовых первых собак, которых она начала разводить, ей дала возможность решиться на подобные вязки без какого-то большого риска. Светлана, спросите, пожалуйста, помимо вот такого лайн-бридинга, ауткросс, как она вообще использует в своем разведении? Do you also use outcrosses? Yes, but the great thing about the line breeding that I do is I'm able to hang on to the genetic traits of my dogs, but then bring in the outcross traits that that I prefer. Choose the offspring from that breeding that gave me what I wanted out of the outcross, and then line breed it back into my dogs again. That way I'm able to grab what I want and then bring it back in. I've done that a few times, and it's really worked out. I've done it with Laser, which is Glen Iris, and then I've done it with Lynette Kennel. I've done it with CR Palms, their dogs. So it's really worked out really well to be able to do that. So yes, I'm very in favor of outcrossing as well. То есть, ну вот тут, да, все идет по достаточно стандартной схеме, да, какая-то делается линейная вязка, и потом уводится в ауткросс. И собаки, которые были упомянуты, насколько я понимаю, это был Лейзер, Линет, питомник, да. Дальше ты расслышала лучше, вот, и таким образом Серши питомник, да, очень известный американский питомник, Селеста Фарноу, если я не ошибаюсь, заводчик, питомник Сер называется, да. Вот, то есть таким образом она была в состоянии не только закрепить какие-то выдающиеся черты собак, с которыми она, собственно, своих линий работала, но и принести еще какие-то дополнительные качества со стороны. Достаточно успешно. Отлично. Так, ну мы тогда двигаемся дальше. И, значит, дальше у нас идет ее описание того, как в ее понимании должна выглядеть идеальная собака, да, порода померанский шпиц. И вопрос к ней, вот, помимо этого, получила ли она такую собаку в своем питомнике, смогла ли она к этому идеалу приблизиться. So what does a perfect Pomeranian looks like for you? And did you ever get one or get close to one in your kennel? For me, when I think of the ideal Pomeranian, you know, first I go back to the basics. And if I'm walking down the street and I want to know
there's a dog in front of me, and how do I identify that that's a Pomeranian? And that's your basics to what the traits are to a Pom. And to know that it's a Pom, it's size, it's the coat, it's the fox-like expression, and it's the tail. That's how you know that it's a Pomeranian and it's not a Pekingese, it's not an Elkhound. That's how you know it's a Pomeranian. So those key traits are the epitome of what breed type is. So those are probably the most important traits that I would put towards the perfect Pom, is perfecting those traits. So you want that good, healthy coat that serves its purpose for weathering. You want that fox-like expression, and of course the tail is, you know, a great Spitz trait that is in our breed. So those would be like the most important. As far as and tell me when to stop if you need me to, if you want to translate. I'll let you translate. It will be easier for the listeners as well. So I'll talk about what your perfect Pomeranian is, and then we'll talk about your perfect dog. Okay? Yeah. So do you want to translate that first, what I just said, and then I'll talk about the rest of it? Yeah. Perfect. Thank you. Okay. Значит, да, вот давай по одному вопросу, если можно, потому что потом мы теряемся. Хорошо. Да, значит, во-первых, идеальный померанец. Ну, для того, чтобы, то есть, понять, что такое идеальный померанец, тоже нужно подумать. Значит, вот иду по улице, вижу собака. Как понять, что это померанец? То есть, что именно определит вот эту породу как померанского шпица? Что у нас есть? Шерсть, размер, лисье выражение и большой такой роскошный хвост. То есть вот эти вот 4 признака вам дадут сразу понять, что это не пекинес, это не элкхаунд. И, возможно, вот эти 4 признака — это абсолютно то, что должно, то есть то, что определяет породный тип. Вот. И потом уже как заводчик, то есть мы должны вот эти 4 признака улучшать, опять же, в соответствии с стандартом. Я думаю, что вот. All right, and then go on with the perfect dog. Okay. Okay. Well, then as a breeder, you want to go into more specifics to what the standard reads. So then, you know, you start getting what you prefer as your totem pole. You know, what's, you know, going to be more priority over other genetic traits in your dog. So for me, when you talk about what I produced for the ideal, I don't believe that I have produced my exact ideal at this point in time. I believe that my work has been a recipe over time in order to try to get to that ideal Pom. And I, you know, ideally I could see in the dogs that I have today, you know, I have D Little Chop and Broccoli. He's got a beautiful head, very correct coat, the right size, the right proportions. You know, he's beautiful. And then I have D Little, who's the boss. You know, he's a plainer style, but he's extremely sound. You know, and he also has that coat that I like. You know, Broccoli has a better shape of coat, so there's different, but if I blended the two together, that would be my ideal dog. Okay. Значит, во-первых, нужно понимать как заводчику, да, вот когда мы говорим про идеальный породный тип, то есть нужно расставлять правильно свои грамотные приоритеты. И, ну, естественно, говорит, что идеальные собаки, и она не только не вывела, но, тем не менее, в долгосрочной перспективе, да, есть визия, есть образ, такой сборный образ, да? То есть у нее есть собака по кличке Дилимо Шопенброколи, которую она очень любит за его голову, Сейчас, одну секундочку, прекрати. Извиняюсь. Вот, значит, за размер, за правильную текстуру и форму шерсти.
Значит, и есть, с другой стороны, Little Who is the Boss, который также обладает, то есть он обладает другими какими-то позитивными качествами, включая тип шерсти, который ей также нравится. Вот. То есть пока в данный момент она все еще работает над рецептурой получения идеальной собаки. Так, а вот так интересно, она различие сделала между ними, между их типами шерсти. А в чем у них различие заключается? Сейчас прошу. You mentioned that those two boys that you spoke about, did they have a different type of coats? No, they actually had the same type of coat. I just would say the shape I like better on Broccoli. But the texture, the hair habits, like they both shed constant. They both were constantly shedding for me to where it was a healthy coat. They had texture in the tail even. And neither one of them ever matted. Very easy to wash. But they have the same type of coat, which I like, and the richer color that I prefer. So for that, I just think that Broccoli had a little more bib. He had more bib coat that I like in the main. Окей. Нет, извиняюсь, я просто не совсем правильно расслышала. Значит, тип шерсти у них у обоих была... Я почему и уточнила, да, потому что я чисто визуально вспоминаю и не могу понять, а в чем же они отличаются. Ага, хорошо. Да, вот, я просто вспомнила, ну, говорю, тут такие большие куски, вот, извиняюсь, тут еще Рик начал барабанить в дверь, вот, значит, но, тем не менее, на брокколи шерсть была... Ну вот она говорит более правильные формы, то есть, видимо, она лучше держала форму, то есть, говорит, вот такая здоровая шерсть по всей собаке, даже включая хвост. То есть, ну, говорит, то есть, в принципе, ей нравится шерсть у обоих собак, но все равно предпочтение идет брокколи. Так, и я еще сразу хочу сделать акцент, почему я дальше не спрашиваю по поводу шерсти, да, не докапываюсь, вот. Значит, еще вот, да, хотела отметить то, что она говорила по поводу воротника, что у брокколи ей больше нравится воротник, и я так поняла, что и загривок тоже она упоминала. Вот, по поводу шерсти у нас будет с ней дискуссия, да, потому что у нас уже была в сообщениях с ней дискуссия, поэтому немножечко попозже мы к этому вопросу еще один раз вернемся. Вот, а пока, значит, двигаемся дальше. Все, я уточнила, что шерсть у них одинаковая, все нормально. И вопрос будет такой, какого качества должна быть собака для того, чтобы она использовала ее в своей программе разведения. All right, so we were moving on to what qualities should a Pomeranian have to participate in your breeding program? To participate, well, overall, I'm not a fault person. I don't sit there and focus on what's really bad about a dog. In general, I try to be more positive and look at a dog for what it can be, or what it can do, and what it can bring to the table. You know, I'm not a head hunter. You know, I appreciate a good head, and I think, but it has to be the ideal type of head for me to really want to look at that head. Any variation of that, it's just a head to me. And then, you know, what appeals to me the most are good fronts. Fronts are very hard to achieve on a consistent basis. So a good front, it's beautiful to me. It is what you really want to lock into your line, and it's the hardest thing to do. So I always appreciate when I see a good front. And then, you know, I also love a pretty silhouette, especially while gaiting. I think that's, you know, that head carriage with the good front, and then the tail on the back, it's beautiful while moving, with that, you know, and that's really what I love about watching a pom, is the commanding gait and the movement of the side gait. And so.
Okay. Значит, ну, как значит, она сама уже себя отметила, что пытается не зацикливаться на недостатках, если только эти недостатки не влияют на жизнеспособность породы, на ее здоровье. Вот. Но, значит, на самом деле, как вот четкого приоритета в голове у нее нет, потому что, говорит, нравятся разные типы голов, но, в принципе, такая породная, правильная голова, то есть, да, конечно, это большой плюс. Но что нравится, наверное, ей больше всего, и на что она обращает большое внимание, это на хороший перед. То есть, что хороший перед тяжело закрепить, во-первых, получить, а потом тяжело закрепить в линии. Тот самый перед, который дает вам вот этот вот нарядный силуэт, и очень красиво смотрится в движении, с красивой осанкой и правильным, грамотным хвостом. Немножечко уточню по поводу головы, да, то есть она пишет вот о том, что у меня еще есть, я повторюсь, ее письменные ответы, да, спасибо большое, Кристин, за это. Значит, она пишет о том, что она не охотник за головой, да, вот она это подчеркивает. Вопрос такой, да, дело в том, что у нас порода довольно-таки многообразная в плане, да, типов головы, будем так говорить. И помимо вот того, что в стандарте прописано на лисьи, вот это выражение, да, мы очень часто можем встретить тяжелые, загруженные головы, да, с тяжелым вот таким вот взглядом, видом. Как она вообще вот к таким интерпретациям спокойно относится? Или вот для нее это, ну, вот какая-то там личная боль или там переживания у нее вызывает? All right. Zarina wants to double check something. In your correspondence, you mentioned that you're not a headhunter, and that she also tells me that there are several different types of head on Pomeranian right now, from the fox-like, those have the fox-like expression, to those that have a heavier look and heavier expression, like a bear-like. What do you think about this division in the breed? What do you think about so many different head types present in the breed right now? Well, when I say I'm not a headhunter, I'll put it this way: if it's a longer, a foxier muzzle, that's part of our breed history, I'm not going to necessarily penalize a dog for that. I'm not going to look at it and disregard that dog. I would rather look at beyond that, because usually if you break down the pieces of the head, then you'll realize that those dogs have an almond eye or have a high ear set. You know, if you really break it apart, they can still bring things to the table from that head, even if the muzzle is a little longer. They might have a 90-degree stop. So I'm not going to negate a dog just because it has a foxier head. Now, if it has an extreme head, where it's very short, even as a puppy, I find that is something different, because sometimes that can affect the longevity of the breed. If it's too short, and then as they grow, in my experience, sometimes they have breathing problems, and that hurts the dog and hurts the breed. It's also not historically a part of our breed. So for that, that's different. Then I'd rather go the other extreme for a foxier head versus too extreme short of a muzzle. So, Okay. And usually, Значит так, что но если мы вот посмотрим на голову, не цепляясь к ее типу, то есть, в принципе, можно, да, разобрав даже любую голову на запчасти, можем сказать, ага, вот тут у нас есть хороший стоп, вот тут у нас хорошие уши, вот тут у нас есть еще что-то. И да, вот эти вот сейчас модные собаки с короткими носами, вот, к сожалению, очень часто бывает, особенно если в щенке вот такие очень короткие мордочки, которые морды не растут, не удлиняются с возрастом, такая морда может повлиять, собственно, на благосостояние собаки. То есть у таких собак могут возникнуть проблемы с дыханием. Поэтому чуть более длинная морда и вот более лисье выражение – это то, что исторически было заложено в померанского шпица.
Отлично. Мгм. Так, ну, я не знаю, есть ли смысл попросить ее все-таки описать то, как в ее понимании выглядит идеальная голова, или, может быть, это немножечко оставить, как вы Ну, думаете? почему? Я думаю, что Ну, можно а все-таки, да. почему нет? Я думаю, Да. вполне у нас все так идет нормально, Мгм. достаточно. Мгм. So can you describe what the perfect head looks like to you? What do you think is the best head for Pomeranian? For me, you know, I thoroughly enjoy seeing Broccoli's head. He has that 90-degree stop. He has the wedge muzzle. He has the pretty almond eye. The only thing I would correct would be a higher ear set on him for his headpiece. Otherwise, that's the type. That's when I look. I think that's the classic Palm, and that's what you when you say fox-like. To me, that's what it looks like. And it's been a challenge to try to find similar head type around the USA right now. And I found some breeders that still have that. I had to look way back in the pedigree to link up to where that style of head has come from. And how I can maybe create that on a more consistent basis. So that's also work as well. But I would say he has the correct head type that I have. And that's my ideal. Excellent, thank you. Ну вот она говорит, что как пример идеальный для нее головы померанца мы должны взять брокколи, да, 90 градусов стоп, да. правильная формы сверху, если мы смотрим, морда такая, ну да, клинообразная, небольшие овальные глаза. И на самом деле вот сейчас по американскому всему поголовью таких классических голов померанцев нужно поискать еще. И если вот сделать домашнюю работу, поковыряться в родословных собак, то есть нужно в первую очередь она хочет понять, что именно, какие линии несут такие головы, и чтобы уже вот такие головы принести в свое разведение. Но, говорит, для нее вот эта голова, это тот классический померанец, которого бы она хотела видеть. Значит, у нас подходит к концу уже первый час. Что бы я хотела добавить от себя по поводу нее? Если честно, для меня было немножечко таким большим шоком, когда я узнала, что она шпицами занимается всего лишь 15 лет. Я думала, что она занимается породой значительно дольше. Почему для меня это было шоком? Это было приятным шоком, потому что, несмотря на то, что она занимается породой только 15 лет, лично я уже могу ее собак, в принципе, увидеть. То есть ее собаки как раз-таки вполне узнаваемые. И вот этот вот тип и в щенках, и уже вот относительно во взрослом состоянии. Опять же, значит, сейчас у нас в России выставлялось ее разведение молодая девочка-юниорка, если я не ошибаюсь, владелец у нее Марина Сизарь. И вот эта собака тоже, вот она, ну, сразу выделялась в ринге. То есть она сразу цепляла глаз, опять же, своей головой, потому что голова у нее не была похожа немножечко на других собак, да. Вот, ну и вообще в целом типом. То есть это вот такой небольшой вот комплимент ей вот от меня, как от породника. What Zarina is telling us that she was very pleasantly surprised to learn that despite you being only 15 years with the breed, you developed a very distinct type of the dog, which can be immediately recognized as your breeding. And she is telling that one of the dogs that you sold to Russia was shown recently, or begins to be shown as a junior now. And Zarina is telling that it has a very distinct and very nice type of head on it. So this was a little compliment to you, and we are almost up to the first hour in our conversation. So if we can reconnect and continue without being worried that Instagram is going to throw us out. Okay. Ага, okay. Так, все, хорошо. Да, на второй час отойдем.